Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы. Начинается второй соревновательный день Всероссийских соревнований по вольной борьбе, посвященный 50-летию триумфа в Олимпийских играх в городе Мюнхен 1972 года, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева. Главный судья соревнований, судья международной категории, российской категории Салтан Сергеевич Засеев. Главный секретарь, судья международной категории, российской категории Николай Дмитриевич Николаев. Соревнования пройдут по двум коврам А и Б. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Константин Юрлов, Иркутская область, Генрих Аветисян, Республика Армения, квалификационный раунд. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Дмитрий Куприянов, Республика Бурятия, Юра Айрапетян, Красноярский край, квалификационный раунд. На ковер А приглашается Генрих Аветисян, Республика Армения. На ковре А чистую техническую победу одержал Генрих Аветисян, Республика Армения. На ковер А приглашаются Кан-Эрденет Ба-Атху, Монголия, Алексей Пензель, Республика Саха-Якутия.
На ковер А приглашается Алексей Вензель, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Алексей Вензель, Республика Саха-Якутия. Весовая категория до 70 килограммов.
Вот он, Кузьмин. На ковре Б победу одержал Юра Арапетян, Красноярский край. На ковер Б приглашаются Айкын Балатулы, Республика Казахстан, Петр Ксенофонтов, Республика Саха, Якутия. Весовая категория до 70 килограммов.
На ковре А победу одержал РДН Батарху, Монголия. На ковер А приглашается Намужин Цыган Доржиев, Республика Бурятия, Еру Ядамжав, Монголия. На ковре А победу на душе одержал Еру Ядамжав, Монголия. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия, Владимир Ренчинов, Республика Бурятия. Квалификационный раунд. На ковре Б победу одержал Айкын Балатулы, Республика Казахстан. На ковер Б приглашается Джулур Петров, Республика Саха-Якутия, Сурен Геваркян, Республика Армения.
На ковре Б чистую техническую победу одержал Сурен Геворкян, Республика Армения. На ковер Б приглашаются Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия, Эдгар Кудаисов, Республика Саха-Якутия.
На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Эдуард Попов, Арсен Кононов. Оба представляют Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Эдуард Попов. На ковре Б победу одержал Эдгар Кудаисов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается квалификационный поединок в весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Иван Максимов, Республика Саха-Якутия, Дамдин Церенджапов, Республика Бурятия.
На ковре Б чистую техническую победу одержал Тамкин Цевинджапов, Республика Бурятия. На ковре Б начинается квалификационный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашается Муслим Мансуржанов, Приморский край, Илья Долгопятый, Республика Молдова. На ковер Б приглашается Муслим Мансуржанов, Приморский край. Ввиду неявки спортсмена победу одерживает Илья Долгопятый, Республика Молдова. На ковре Б начинается квалификационный поединок весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Ислам Кильчуков, город Москва, Виталий Николаев, Республика Саха, Якутия. На ковре А победу одержал Эдуард Попов, Республика Саха, Якутия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Евгений Кондаков, Республика Саха, Якутия, Нанзат Баасан, Монголия. На ковер Б приглашаются Ислам Кильчуков, город Москва, Виталий Николаев, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Ислам Кильчуков, город Москва.
Приморье.
На ковре А победу на туше одержал Нанзат Баасан, Монголия. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Никита Горбунов, Воронежская область, Даниил Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов победу одержал Ислам Кипчаков, город Москва. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашается Михаил Зинов, Кемеровская область, Михаил Нестеров, Республика Саха-Якутия.
На ковре А победу одержал Никита Гарпунов, Воронежская область. На ковре А начинаются поединки 1/8 финала. Весовая категория до 70 килограммов. Приглашаются Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания, Арсен Симонян, Красноярский край. Время поставил? На ковре Б начинается 1/8 финала весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Юра Айрапетян, Красноярский край, Олег Фомин, Республика Саха-Якутия.
На ковре весовой категории до 70 килограммов победу одержал Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер весовой категории до 70 килограммов приглашаются Евгений Маленков, Республика Молдова, Диемер Аветисян, Республика Армения. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б весовой категории до 70 килограммов приглашаются Айкын Балатулы, Республика Казахстан, Сергей Якимов, Иркутская область. От нас.
Alhamdulillah. Mantan Pak anak dia itu ini bisa jadi. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу на душе одержал Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер Б приглашаются Сурен Гевартян, Республика Армения, Андрей Румянцев, Республика Саха, Якутия. На ковре А весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Генрих Аветисян, Республика Армения. На ковер А приглашаются Ростислав Королев, Кемеровская область, Камертене, Батарху, Монголия.
Pindah je kalau dah kerja pindah. Coba jangan seminar pengurangan dari segi pengen На ковре весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Ростислав Королев, Кемеровская область. На ковер приглашается Игорь Упхоев, Республика Бурятия, Рюн Ядамжав, Монголия. Чей выиграл неполноценный прием 2 балла синий.
На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу на душе одержал Андрей Румянцев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Эдгар Кудаисов, Республика Саха-Якутия, Магомед Эмиль Энтемиров, Чеченская Республика. На ковре А весовой категории до 70 килограммов победу одержал Игорь Упхоев, Республика Бурятия. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Батнасан Ганхуле, Монголия, Семен Молгаров, Республика Саха, Якутия. 1/8 финала.
Bartolini. Wah, ini yang katakan ikut pakai Bartolini. Kereta kita dah. На ковре А победу на душе одержал Батнасан Канхула, Монголия. На ковер А весовой категории до 61 килограмма приглашается Айтал Громов, Владимир Денигин. Оба представляют Республику Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Магомед Эмиль Эльтимиров, Чеченская Республика. На ковре Б начинаются поединки 1/8 финала. Весовая категория до 61 килограмма. Приглашается Юлиан Григорьев, Нестер Потапов. Оба представляют Республику Саха-Якутия.
Dale, ¿qué tal? На ковре Б весовой категории до 61 килограмма чистую техническую победу одержал Юлиан Григорьев, Республика Саха, Якутия. На ковер Б весовой категории до 61 килограмма приглашается Борис Паршоев, Иркутская область, ЗНМД, Пямбасурен, Монголия. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Айтал Громов, Республика Саха, Якутия. На ковер А весовой категории до 61 килограмма приглашается Александр Балуров, Иннокентий Антонов, оба представителя из Республики Саха, Якутия.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма чистую техническую победу одержал Борис Баршуев, Иркутская область. На ковре Б приглашаются Дамдин Циринджапов, Эдем Барукшонов, оба представителя из Республики Бурятия. На ковре А чистую техническую победу одержал Александр Балоров, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Виктор Яковлев, Эдуард Попов, оба представителя из Республики Саха-Якутия.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма победу одержал Антин Церинджапов, Республика Бурятия. На ковер Б весовой категории до 61 килограмма приглашается Валентин Порнашов, Джулстан Гоголев. Оба представляют Республику Саха, Якутия. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Виктор Яковлев, Республика Саха, Якутия. На ковре А начинается 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов. Приглашается Арсений Джоев, Республика Северная Осетия, Алания, Илья Долгопятый, Республика Молдова.
Направляя весовой категории до 79 килограммов, чистую техническую победу одержал Арсений Джуэев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер весовой категории до 79 килограммов приглашается Аюр Жикжитов, Республика Бурятия, Артур Говоров, Республика Саха, Якутия.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма чистую техническую победу одержал Валентин Бурнашов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются поединки 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь, Максим Судаков, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Аюр Жикжитов, Республика Бурятия. На ковре А начинается 1/4 финала весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия, Ислам Кильчуков, город Москва. На ковер А приглашается Ислам Кильчуков, город Москва. Обновленный брит. Вот экран berbeda, ekrang Aneh takut, udah nomor bicara tak ketat. Pasti begitu. Coba si bebek terbuka tak itu dengan ini. Вообще финал тоже. Direktörün önüne var.
Tek grubu onlar. Buraların kokka var. Altı var. Ya çekimi bina. 100 grup. 100 grup. Valla gezeyim. Ama onu valla tanrı duyuyor. Yaşları basın. Tek yaşları. Başka bir şey değil. Bunlar tanrı yani. Bunlar büyük gruplar ya. Büyük gruplar bu şey. Bunlar bir grup. Это просто. Есть рептилии. Nah, basa. Ekran hana tutuyor hadi. Расход. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов победу одержал Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. На ковер Б весовой категории до 79 килограммов приглашаются Намзат Басан, Монголия, Борис Гаврилев, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Намзат Басан, Монголия.
вытягивают той круг. Не тем, они перекран надо. На ковре А весовой категории до 92 килограммов с явным техническим преимуществом победу одержал Ислам Фильчуков, город Москва. На ковер А приглашаются Павел Дятлов, Республика Беларусь, Егор Бельский, Воронежская область. Весовая категория до 92 килограммов, 1/4 финала. На ковер А приглашается Павел Дятлов, Республика Беларусь. На ковре А в весовой категории до 92 килограммов чистую техническую победу одержал Егор Бельский, Воронежская область. На ковре А начинаются поединки 1/4 финала в весовой категории до 70 килограммов. Приглашается Заурбек Кубулов, Республика Северная Осетия, Алания, Олег Фомин, Республика Саха, Якутия.
На ковре Б весовой категории до 79 килограммов победу на туше одержал Борис Гаврилев, Республика Саха, Якутия. На ковре Б начинаются поединки 1/4 финала весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Аюр Немаев, Республика Бурятия, Саран Цокт, Тимул, Монголия. На ковре А весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер А приглашается Ростислав Королев, Кемеровская область, Андрей Румянцев, Республика Саха, Якутия. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов победу на туше одержал Аюр Немаев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Энхманлай Батмух, Монголия, Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания.
На ковре А чистую техническую победу одержал Ростислав Королев, Кемеровская область. На ковре А начинается 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Батнасан Канхулы, Монголия, Юлиан Григорьев, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Энхманлайн Батнух, Монголия. Ввиду неявки соперника победу одерживает Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б начинается 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Генрих Аветисян, Республика Армения, Сергей Якимов, Иркутская область. На ковре Б нужен секундант.
На ковре весовой категории до 61 килограмма в 1/4 победу одержал Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается Александр Балуров, Республика Саха-Якутия, Бандит Сыренжапов, Республика Бурятия. На ковре Б в весовой категории до 70 килограмма в 1/4 финала победу одержал Генрик Аветисян, Республика Армения. На ковер Б приглашается Игорь Упхоев, Республика Бурятия, Магомед Эмиль Эльтимиров, Чеченская Республика. Встреча. 12. Уже раньше? Равные. 12-15.
На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала победу на душе одержал Тамгин Циринджапов, Республика Бурятия. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Никита Горбунов, Воронежская область, Михаил Зинов, Кемеровская область. Финал был. Сибирский финал.
Челлендж проигран. 2 балла. Чемпионат. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов в 1/4 финала победу одержал Игорь Упхоев, Республика Бурятия. На ковре Б начинается 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Айтал Громов, Республика Саха-Якутия, Борис Баршуев, Иркутская область. Все? Анарang itu kali lagi metak.
На ковре А в весовой категории до 125 килограммов победу одержал Никита Горбунов, Воронежская область. На ковре А начинаются полуфинальные поединки в весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Арсений Джоев, Республика Северная Осетия, Алания, Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. На ковре Б в весовой категории до 61 килограмма победу одержал Борис Паршуев, Иркутская область. На ковер Б в весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала приглашаются Виктор Яковлев и Валентин Бурнашов. Оба представляют Республику Саха, Якутию.
На ковре А в полуфинальном поединке в весовой категории до 79 килограммов победу одержал Арсений Жуоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 92 килограммов.
Приглашаются Ислам Кильчуков, город Москва, Аюн Немаев, Республика Бурятия. Болевар. Естественно, конечно, национально сейчас во всероссийские борьба очень хорошая. Челлендж на ковре Б. Я такой победа, 140 участников у нас очень проходных встреч практически нет. Пока идем все. Ну, во-первых, я поздравляю с праздником города. Меня очень радостно приехать домой. Здесь много друзей. Сейчас близко уже папа. Так, очень нравится. Скоро будет время. Дружим, с вами двигаемся, собираемся.
Челлендж проигран 2-2. Действие. На ковре ВВ весовой категории до 61 килограмма победу одержал Валентин Бурнашов, Республика Саха, Якутия. На ковре Б начинается второй круг весовой категории 125 килограммов. Приглашается Данил Иванов, Михаил Нестеров. Оба представителя из Республики Саха, Якутия. Раунд 2 değil. На ковер Б приглашается боковой судья. А он отдал мои посадочки? Ну, да, здесь есть. Да, вот это. На ковре А весовой категории до 92 килограммов победил Ислам Кильчуков, город Москва. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания, Генрих Аветисян, Республика Армения. На ковре Б победу одержал Данил Иванов, Республика Саха, Якутия. На ковре Б начинается полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашается
Аюр Жикжитов, Республика Бурятия, Борис Гаврилев, Республика Саха-Якутия.
На ковре Б в полуфинальном поединке в весовой категории до 70 килограммов победу одержал Аюр Жикжитов, Республика Бурятия. На ковре Б начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 92 килограммов. Приглашается Егор Бельских, Воронежская область, Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А в полуфинальном поединке в весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия, Борис Маршуев, Иркутская область.
Onu da görünüyor. Duvara tutuyor. Ya benim bunu fotoğrafı büyük bacısıyla bir var bir çet. İki oğul var. Bacısı da olmuş. Sen de ceketinde. Onu çekelim. Takım. На ковре Б в полуфинальном поединке весовой категории до 92 килограммов победу одержал Егор Бельских, Воронежская область. Он
На ковре Б начинается полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашается Ростислав Королев, Кемеровская область, Игорь Купхоев, Республика Бурятия. На ковре А полуфинальном поединке весовой категории до 61 килограмма победу одержал Борис Баршуев, Иркутская область. Até diz que é uma feira do lado. Não deu, não. Outro, deu aí. Que ela me ela. Não deu pouco. Passar telefone de pouco.
На ковре А начинаются утешительные поединки в весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Виталий Николаев, Евгений Аронов. Оба представителя из Республики Саха-Якутия. На ковре Б в полуфинальном поединке в весовой категории до 70 килограммов победу одержал Ростислав Королев, Кемеровская область. На ковре Б начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Дамтин Церинджапов, Республика Бурятия, Валентин Бурдашов, Республика Саха-Якутия.
Мне будем давай. Kandan canına. Ayun, ito lang si На ковре в полуфинальном поединке весовой категории до 61 килограмма чистую техническую победу одержал Тамгин Циринджапов, Республика Бурятия. На ковре Б начинаются утешительные поединки в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Земемеден Бябасуре, Монголия, Айтал Громов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Земемеден Бябасуре, Монголия, Айтал Громов, Республика Саха-Якутия.
На ковре А весовой категории до 92 килограммов победу одержал Евгений Аронов, Республика Саха, Якутия. На ковре А начинаются утешительные поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Арсен Симонян, Красноярский край, Олег Фомин, Республика Саха, Якутия.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма победу одержал Айтал Громов, Республика Саха, Якутия. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма приглашается Иван Максимов, Республика Саха, Якутия, Эртен Борокшонов, Республика Бурятия. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма чистую техническую победу одержал Эрден Баракшонов, Республика Бурятия. На ковре А весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха, Якутия.
WBC 그거 чемпионы призеры. На ковер весовой категории до 70 килограммов приглашаются Ган Эрдене Баатарху, Монголия, Андрей Румянцев, Республика Саха, Якутия. На ковре весовой категории до 70 килограммов победу одержал Ган Эрдене Баатарху, Монголия.
Кого-то нет-то? Когда включаешь, что показывает на табло? Зарядный вроде, да? Ну да. На ковре Б РД Баркшонов из Республики Бурятия провел свой бой предыдущий всего лишь 7 минут назад. По регламенту ждут 15 минут, 20 минут. Меня улыбка, короче, да, она вот так смотри. Вот так, вот так, так плюсовой, минусовой, нет. Ну, телефон дай. Держи так. Так держи, и в это время мама.
Bu sene daha. Bir iki Sonra bakardık. Bana tahta kena beri wallahna saya. Baru kalau bilang. Birincisi alır mı? Birincisi alır mı? Mungkin. Oh, beliau ini dia bikin kes. Dia bikin. Oh, coba terus. Coba nanti. Kita aja.
На ковре Б начинается утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Эрдем Барокшонов, Республика Бурятия, Александр Балуров, Республика Саха, Якутия. Владимир Гаврилович, Ростумирдан. Василий Васильевич. Hıh bunu bilmiyor. Hıh. Bunlar bir daha.
Ganti trainer ako. На КВФ весовой категории до 61 килограмма победу одержал Александр Балуров, Республика Саха, Якутия. Объявляется перерыв до 16:00.
журналист.
Добрый менять не будем. А так, время, вирус.
Normalnie, 3 razy to więcej było.
Bunu da. Onu da. Relatif ke depan kan? Mana? Bağlı. Çok bağlı. Dia dah ada. Mana terang?
Да, Рокки'nin ülkemde. Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, гости, участники соревнований. Продолжается второй соревновательный финальный день всероссийских соревнований по вольной борьбе, посвященной 50-летию триумфа в Олимпийских играх в городе Мюнхен 1972 года олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева. В свое время Романа Михайловича часто сравнивали со снежным барсом. Да, именно барсом, за быстроту, ловкость и в то же время мягкость и спокойствие. Встречайте талисман турнира по вольной борьбе среди юношей памяти Романа Дмитриева «Снежный барс». Главным судьей турнира является Салтан Сергеевич Засеев, судья международного российской категории. Главный секретарь Николай Дмитриевич Николаев, судья международной российской категории. Также на турнире присутствует супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева. Все финальные поединки пройдут на ковре «Б». На ковер «Б» в весовой категории до 61 килограмма приглашаются Айтал Громов, Юлиан Григорьев. Оба представляют Республику Саха-Якутию. Борьба за третье место.
На ковре весовой категории до 61 килограмма бронзовую медаль завоевывает Юлиан Григорьев, Айтал Громов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Александр Балуров, Валентин Бурнашов, Республика Саха-Якутия.
Could be the yeah. Вот главное
Челлендж проигран. 1 балл Синего. В весовой категории до 61 килограмма победу одержал Валентин Бурнашов, Республика Саха, Якутия, и завоевывает тем самым бронзовую медаль. Начинается финальный поединок в весовой категории до 61 килограмма. Приглашается Борис Баршуев, Иркутская область, Дамгин Цевенжапов, Республика Бурятия. Борьба за золото. Судейскую бригаду представляют руководитель ковра Амурхан Питаров, арбитр Валерий Кульчеев, боковой Вячеслав Кривошапкин.
На ковре в красном трико борьбу ведет Борис Баржишуев, город Иркутск. Он является чемпионом Иркутской области, призер Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико Дамдин Церенджапов из города Улан-Удэ. Он является победителем первенства Республики Бурятия. В весовой категории до 61 килограмма победу одерживает Дамдин Церенджапов, Республика Бурятия, и тем самым завоевывает золотую медаль. Начинаются финальные поединки в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, Генрих Аветисян, Республика Армения. Борьба за бронзовую медаль. Olha,
В весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером этого турнира. На ковер приглашается Ган Эрденеп Бадарху, Монголия, Игорь Кубхоев, Республика Бурятия. Борьба за бронзовую медаль.
в весовой категории до 70 килограммов. Победу, чистую техническую победу одержал Игорь Упхоев, Республика Бурятия. И тем самым становится бронзовым призером этого турнира.
На ковер приглашаются Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания, Ростислав Королев, Кемеровская область. Борьба за первое место. Судейскую бригаду представляет руководитель мухабара Батар Тумобатар, арбитр Исрафил Баркенхоев, боковой судья Александр Кузьмин. Весовой категории до 70 кг борьбу ведут Заурбек Бугулов из города Беслан. Он является серебряным призером первенства России среди юниоров. Его соперник синим трико Ростислав Королев из города Кемерово. Он является победителем Сибирского федерального округа.
Челлендж проигран, 4 балла красному и еще 1 балл. В весовой категории до 70 килограммов с явным техническим преимуществом победу одержал Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания, и тем самым становится золотым призером этого турнира. Дорогие любители вольной борьбы, гости и участники соревнований, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров Всероссийского соревнования по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева, посвященного 50-летию триумфа в Олимпийских играх в городе Мюнхен в 1972 году. Весовая категория до 61 килограмма. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеров чемпиона производят серебряный призер Олимпийских игр, призер Кубка мира, призер чемпионатов Европы, неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Якутской АССР Александр Николаевич Иванов. Бронзовой медалью награждается Айтал Громов, Республика Саха-Якутия. Бронзовой медалью награждается Валентин Бургашов, Республика Саха-Якутия.
Серебряной медалью награждается Борис Баршуев, Иркутская область. И, наконец, за первое место золотой медалью награждается Тамкин Циренджабов, Республика Бурятия. Его тренером является Базаров Вандан Циден-Дамбаевич. Также награждается за третье место сертификатом. За третье место. Также сертификат вручается серебряному призеру Борису Баршуеву. Сертификат за первое место вручается Тамкину Циренджапову. За первое место. А я не понял, зачем На ковре начинаются поединки весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Илья Долгопятный, Республика Молдова, Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. Ввиду травмы соперника победа присуждается Дмитрию Денисене, Республика Беларусь. На ковер приглашается Артур Говоров, Борис Гаврилев. Оба представителя из Республики Саха-Якутия. Борьба за бронзовую медаль.
Кемеровский тренер хотел 4 минуты. Да, обратно. 2. 4 фото захватывают. В весовой категории до 79 килограммов победу одержал Борис Хаврилев, Республика Саха, Якутия, и тем самым становится бронзовым призером. На ковер приглашаются Арсений Джоев, Республика Северная Осетия, Алания, Аюр Жикжитов, Республика Бурятия. Борьба за первое место. Судейскую бригаду на ковре представляет руководитель ковра Андрей Подсевальников, арбитр Юрий Даричев, боковой судья Абакар Абиев. В красном трико борьбу ведет Арсений Жуаев, представитель Республики Северная Осетия, Алания, из города Владикавказ. Его соперник в синем трико Аюр Жикжитов из города Улан-Удэ, Республика Бурятия. Он является чемпионом Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа среди юниоров 2022 года.
Masuk ke sini.
Весовой категории до 79 килограммов чистую техническую победу одержал Арсений Джуоев, Республика Северная Осетия, Алания, и тем самым становится золотым призером этого турнира. Уважаемые любители вольной борьбы, гости, участники соревнований, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров Всероссийского соревнования по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 70 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеру чемпиона производит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, народный депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Павел Павлович Пинигин. Бронзовой медалью награждается Игорь Упхоев, Республика Бурятия. Бронзовой медалью награждается Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. Серебряной медалью награждается Ростислав Королев, Кемеровская область. Золотую медаль получает Заурбек Гугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Его тренером является Дудаев Эльбрус Ильич. Также участников и победителей и призеров награждают сертификатами. Третье место Игорь Упхоев, Олег Фомин. За второе место Ростислав Королев. За первое место Заурбек Гугулов. На ковре начинаются поединки весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия, Аюр Немаев, Республика Бурятия. Борьба за третье место.
Еще тут сидит. В весовой категории до 92 килограммов победу одержал Аюр Немаев, Республика Бурятия, и тем самым становится бронзовым призером этого турнира. На ковер приглашается Павел Дятлов, Республика Беларусь, Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. Борьба за третье место. Серега, ты потом арбитрируешь.
Mana?
В весовой категории до 96 килограммов победу одержал Павел Дятлов, Республика Беларусь. Победу одержал Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер приглашается Ислам Кильчуков, город Москва, Егор Бельских, Воронежская область. Судейскую бригаду представляет руководитель ковра Александр Донзаленко, арбитр Сергей Семенов, боковой судья Максар Жанчиков. Данил, ты давно ты... А, ну, говорим. Красным трико борьбу ведет Ислам Кильчуков, представитель города Москва. Он является чемпионом Европы среди юниоров, двухкратный серебряный призер России. Его соперник в синем трико Егор Бельский из города Воронежа. Он является бронзовым призером первенства России среди юниоров. Там
Baktım be. Компьютеры, Николай, компьютеры. Станция занимать. Дальше, давай, пиши, куда-то, Челлендж оправдан. Риск не наказывается.
В весовой категории до 92 килограммов победу одержал Егор Бельских, Воронежская область. И тем самым становится золотым призером этого турнира. Уважаемые любители вольной борьбы, гости и участники соревнований, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 79 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров производит чемпион Европы и России, тренер сборной команды России по вольной борьбе среди юниоров, старший тренер Республики Дагестан среди юниоров Шамиль Гудия Магомедович Гудия Магомедов. Бронзовой медалью награждается Борис Гаврилев, Республика Саха, Якутия. Бронзовой медалью и дипломом награждается Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. Серебряной медалью и дипломом награждается Аюр Жикжитов, Республика Бурятия. И, наконец, золотой медалью награждается Арсений Чуоев, Республика Северная Осетия, Алания. Также вручаются сертификаты за третье место Борису Гаврилеву, Республика Саха-Якутия, и Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. Сертификат за второе место присуждается Аюру Шикшитову, Республика Бурятия. Сертификат за первое место присуждается Арсению Шуоеву, Республика Северная Осетия, Алания. Начинаются поединки в весовой категории до 125 килограммов. Третий круг. Приглашаются Никита Горбунов, Воронежская область, Михаил Нестеров, Республика Саха, Якутия. Mantan lagi tahanan. Ini pasti jadi.
Kemerim В весовой категории до 125 килограммов чистую техническую победу одержал Никита Горбунов, Воронежская область. Выходить, доложить. На ковер приглашается На всех 6 человек. Даниил Иванов, Республика Саха-Якутия, Михаил Зинов, Кемеровская область. Вот уж я вот. Все. Закрыли. Пошталец, обой. Пошталец, раз. Bazı hukukla bu. İyi, ne seperti apa?
Матхан выстреловал. Ханет был. Где кто там? Дмитрий Шман. Сканердан манны белемне та. Потокар. Ini mere koşturur. Grafiskada in. Сайт. Это вот. Нет, 5 баллов. Это вот. Это вот. Что-то ба. Не надо. Не надо пронёс так. Командный трибун удостоверение, хохта удостоверение. Командный трибун. Ну, конечно, она голову технически стоять. Вот кнопка. Его. Один дадим тогда. Давайте Спасибо. В весовой категории до 125 килограммов победу одержал Даниил Иванов, Республика Саха-Якутия. Мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров Всероссийского соревнования по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 92 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеров чемпионов производит двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, мастер спорта международного класса
тренер молодежной сборной команды России по вольной борьбе, старший тренер Республики Северной Осетии Алании среди юниоров Вадим Казбекович Лалиев. Бронзовой медалью награждается Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. Бронзовой медалью награждается Аюр Немаев, Республика Бурятия. Серебряной медалью награждается Ислам Тютчуков, город Москва. И, наконец, золотой медалью награждается Егор Бельских, Воронежская область. Также золотой медалью награждается тренер Геннадий Викторович Холодков. Награждаются сертификатами бронзовые призеры Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания, Аюр Немаев, Республика Бурятия. Сертификат за второе место получает Ислам Тютчуков, город Москва. Сертификат за первое место получает Егор Бельских, Воронежская область, а также его тренер Геннадий Викторович Холодков. Третье, первое. Начинает торжественную церемонию награждения победителя и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 125 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеров чемпиона производит министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Бронзовую медаль получает Михаил Зинов, Кемеровская область. Серебряную медаль получает Данил Иванов, Республика Саха-Якутия.
наконец, золотую медаль получает Никита Карпунов, Воронежская область. Также вручается золотой медалью тренер чемпиона Геннадий Викторович Холодков. Также вручаются сертификаты за третье место Михаилу Зинову, Кемеровская область. За второе место Даниил Иванов, Республика Саха-Якутия. За первое место Никита Карпунов, Воронежская область. И также сертификатом награждается тренер чемпиона Геннадий Викторович Холодков. В китайском банке. Куда? Специальный приз от семьи Романа Михайловича Дмитриева вручается Льву Павлову. Приз вручает супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева и сын Роман Романович Дмитриев. Лев. Лучшим борцом турнира признан Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. Специальный приз вручается нам швейцарских часов «Династия», директор Гоял Кришан Кума. Специальным призом от ООО «Сахасмазочные материалы» вручается сертификат на сумму 20 тысяч рублей в номинации «За лучшую технику» Магомеду Байтукаеву. Приз вручает старший тренер сборной команды России Абдусалай Мамаданович Кадицев. Специальным призом от автосервиса «Комфорт» сертификат на сумму 20 тысяч рублей вручается в номинации «За волю победе» Ивану Потапову, Республика Саха-Якутия. Приз вручает первый заместитель директора училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева Александр Степанович Контоев.
вручается Валентину Бурдашову. Приз вручает чемпион Европы и России, тренер сборной команды России по вольной борьбе среди юниоров, старший тренер Республики Дагестан среди юниоров Шамиль Кудамагомедович. Также специальный приз от клуба «Фитстудио» абонентный билет вручается Олегу Фомину. Никитос! Горбунов!